And thank you so much, Skybills, for kicking it over here. Ladies and gentlemen, binary, everybody in the chat, welcome back to AGDQ2022. I am Spike Vegeta, and for the first time in 7 years of this great event, we are going to be featuring... Ставлю вам сразу как бы спойлерю чуть-чуть. Самый правый V0oid поставил 2 недели назад VR-чик. Скорее всего, ну, вы понимаете, на кого нужно ставить. А мы можем запустить типа ставки на кто победит в рейсе? А? Только если модераторы в чате. Ну, я имею в виду, да, не мы, а мы. Как бы мы в целом, как сообщество. Можем устроить такой интересный... Да, модераторы, тут 2 команды. Я вам честно говорю, куда пузырьки закидывать, скорее всего, V0oid. SBDWolf. Who do we have on the bottom part of the screen, my friend? SBDWolf, кстати, тоже жесткий. We have Tonkotsu joining them. He is a very seasoned runner of all 3 of the DKC games in the trilogy, and I believe DKC2 is his strongest overall. Если выбор только из 2, то мы можем сделать типа верхний или нижний, либо правый или левый. Probably considered the GOAT of DKC2 at this point, and he is the типа, да, раннер справа или слева, возможно, победит. And he's also a very solid runner at a handful of other different games, so it should be a really exciting race today. Yeah, with that, we're going to be getting set up here, everyone. Once we're here, we can start the countdown and get the sucker started. This is a game and a category that moves by in a blink of an eye every single... Так, ну, ребят, тут надо приготовиться. Я вам говорю, моргайте поменьше. Это ран, наполненный просто невероятными трюками, которые просто поразят вас до глубины ваших геймерских пальчиков. All right, all 4 runners, are we ready? We're going to be counting y'all in 5, 4, 3, 2, 1, go for it. 3. Yeah, go ahead. Let's go. Так, у меня пошло. Если что. Так, сразу надо объяснять, что передвижение в перекате быстрее. И когда мы сталкиваемся с врагами в перекате, мы ускоряемся. Вот мы часто будем видеть вот такой сегмент, где у нас есть мишень и бочка подпрыгивающая. Если мы упадем с полной высоты, то есть с полным ускорением, то мы подбросим бочку так высоко, что получим power-up. То есть улучшение, которое проиграет анимацию того, как там Диди или Дизи танцуют. Диди, кстати, читает рэп. Мы этого не хотим, естественно, поэтому мы всякими ухищрениями делаем так, чтобы бочка не подпрыгнула высоко. А без нажатия на эту мишень нельзя просто выйти. Это как флагшток в Марио. Только да. наоборот. Здесь из-за того, что игра ранней эпохи игр, тут очень любят варпы. Причем вы их никак не можете найти, кроме как, ну вот, тыкаться почти везде и всюду. Ну, всякие варп-зоны есть. Секретные бочки. Да. Секретные бочки, которые приводят нас, по сути, к бонусным зонам, но в игре есть отличная техника вронгварпа, которая после секретной зоны ведет нас просто к выходу. И вот у нас уже первый босс, кстати. Только что-то у SBDWolf получается. Да, видно. Чуть-чуть отстал прям сильно. В такой гонке это может быть критично. Кстати, ранит на японской версии.
Unfortunate death, it looked like back there for SBDWolf. Had a little bit of a mess up there. По-моему, не все. 1-5, but again, just jockeying for position. We got a lot of race left to go. And I'm going to kick it off to you here, Silent Wolf. О, вот смотрите, на правом экране там закинули They simply call it the big boy. It's a way на, to на double jump выход. height effectively. Yeah, so if you Тут же Да, в два общем- персонажа, они могут друг друга всячески подбрасывать, кидать, и можно забираться во всякие зоны. Очень хитрым способом. Вот это на левом верхнем экране сейчас было опять. Да, у нас сюжет не очень замысловатый. Есть злодеи, есть герои. Семья Есть героев. бананы, которые злодеи воруют. Банан. И мы эти бананы, так сказать, отжимаем. All throughout this run is that you have the goals at the end of each of the levels. Right here at the end of 2-3, you're actually seeing them take the animation right here of actually seeing Dixie's guitar solo. The only level in the game where we're forced to have to watch that just with how the warp works. But they're going to be going for a Кстати, technical иногда мы goal не swap, можем where пропустить there's a lot of different techniques to проигрывание, set вот up for it, but получение it's cutting пауэрапа out с the этой need to бочки, jump up and этого onto the goal. Instead, a lot of флага, times the most поэтому basic way is you just run into the мы goal, желаем you все-таки, press даже если select мы не as можем you're running пропустить, by то it, that получить will за swap Дизи, your потому что у cogs. Дизи So анимация there's cog побыстрее. routing involved Она here, там so you играет can на walk гитаре out in front секунды for the 3, а next Диди level, читает and рэп it cuts out the бумбоксом jumping очень animation. долго. Вот сейчас эта анимация у Instant Eazinn right была. there of ending the level and moving on to the next one. I want to get one quick donation from Sky before we jump into the World 2 boss. All right, sounds good. And it sounds like we have someone from Team Void here. We have $10 from Pidge01 who says, good luck to all the gamers rolling deep on this Dawn Craze. Special shout outs to Void for being one of my best friends. Emphasis on the one. Back to you, Spike. Aw, thanks for that pitch. Thank you so much, Pidge. Да, кстати, у нас фаворит есть. Тонкотсу вырвался вперед. Он начал босс-файт раньше всех. Классика японского спидранинга. Чисто батя пришел, показал, как играть. Это какие-то новые страты, которые я не видел. Короче, это босс меч. Сначала он с рукой из-под лавы, мы там 3 раза кидаем в него ядро, переходим с одной стороны на другую по крюкам. То есть стандартный босс с фазами. Но потом во второй фазе перехода, когда меч начинает летать, мы должны дождаться, пока появится на арене много крюков. Void, кстати, Тонкотсу, чуть-чуть извините. догоняет. Тонкотсу использовал вот это возможность залазить на препятствие, и с нее уже при помощи Дизи просто парил в воздухе и перелетал на другую сторону, чтобы не дождаться появления крюков. Моя любимая в этой игре, это, короче, можно же подбирать всяких животных и перемещаться. У каждого животного разные способности. Вот есть носорог, который просто очень быстрый и сильный. Просто сбивает всех врагов на пути. Приезжает до знака, где носороги запрещены, и останавливается. Yeah, so if you watch either Void or Tonkotsu, they're both going to be doing this team throw specifically to store a super jump. So Сейчас они, кстати, сетапят супер джамп. and then they're both going to take intentional damage on this cloak, and that's going to give them a super jump. Ого! To fly over this gap here. Oh, and they both get the G. Отлично. Огромный прыжок. Просто сделали супер джамп. И Tonkotsu и Void. Сейчас смотрим, как Eazinn до этого места добирается. А Void чуть-чуть нервничает, мне кажется, потому что сейчас он даже не с первого раза нажал на кнопку. Но Eazinn вообще тоже получилось хорошо. Нам, короче, надо пожертвовать обезьяной, чтобы сделать этот прыжок. Там скорость очень смешно сложится, позволит нам прыгнуть очень высоко. Прямо за камерой улететь. Так, ну SBDWolf, давай.
SBDWolf, конечно, что-то очень All right, sounds позади. good. Thank you. We have Но помните, это $250 гонка, вы from всегда можете Racking ошибиться, John, и who все says может it's always an поменяться. awesome week when GDQ is running. У него Saying, получилось "Shout out сделать to суперджамп. SBDWolf and the Отлично. awesome community he's been building. To honor that community, Получил I урон want и to offer to улетел buy all the runners a очень celebratory высоко. pineapple pizza." And then the chat will proceed to go on about that, I'm sure. Thank you so much for your donation. We appreciate that. Another community member here, Juicy donates $15 saying, "Good luck, racers. I love DKC2 as a kid. Spent weekends playing it with my friends." Там зачитывают донаты и упоминают пиццу с ананасами. Видимо, хотят задизморалить раннеров. Они увидели. Я понял. А вот реально, это монета, кстати, сейчас видел с бананами. Да-да-да, точно. Да, это ж монетка с бананкой. Можно такую за донаты получить, да. Кто бы мог подумать. Да. Балдеж, балдеж. I'm not entirely sure why that happens, but you know, it saves us time in the speed runs, so I'm not gonna question it. Yeah, there have been a number, almost a dozen wrong warps found over the years Какая for this насыщенная speedrun. игра. And some of them make some Ну, главное, amount цветовая of гамма-то sense, какая, how бля. the coding of the game works and everything. Да. Others like that, no Приятная idea, для we just глаза. do it, we do the inputs, and it happens. На удивление, она действительно не отвратит. Странно звучит, конечно, то есть она не выедает вам глаза. Она как-то странно сочетаема. Она какая-то приятная, смотрибельная. Очередная уровень со зверушкой, можно прыгать на змейке. Очень такой вертикальный уровень достаточно. Еще ускоряемся за счет прыжков врагов. Знаешь, что мне напоминает эта игра? Чип и Дейла. Ну, типа, такой же принцип взаимодействия, можно кидать друг друга. Все как в жизни, можно кидать друга или друга. Опять был продемонстрирован супер джамп. Жесть. А, не, это самое. Только Тонкотсу ранит на японской. Так-то, в принципе, это не определяет время, возможно. Ожесточенная гонка, они прям... Нижние раннеры идут очень-очень близко. В чате спрашивают, что за эмоты под вертками. Это виртуальный зал, который отображает реакции чата. Такая эмуляция настоящего зала ГДК. Воображаемая. Представьте, что тут зал, там сидят люди, они тут показываются, моргают. Очень неприятный сегмент вот этих перелетов из бочки в бочку. Тонкотсу просто боятся. Чисто батик от зимы. Все делать как надо. Нажимает правильные кнопочки в нужное время. Ошибок не совершает. Yeah, it almost always ends with you lose out on your second partner. Right there, on Eazinn having to go for a backup right here. Was able to recognize it immediately and skipped out on the entire barrel maze right there. So losing out on a good 6 or 7 seconds right there, but didn't lose out on 30 Думаю, стоит plus сказать, or who что knows, maybe minutes. Donkey I have Kong no idea. I довольно don't need Nintendo power to know how to get классическая игра, супер классическая из ранней эпохи игр, где у вас просто есть злодей, у злодея есть приспешники, у приспешников есть свои миры, проходите миры, уровни в мирах, доходите до босса, побеждаете, движетесь к главному злодею. То есть все довольно так незамысловато. Замечательная серия игр. Все это сделано в студии редко,
Же, Рэй. The players will be just using very precise visual cues to Там make sure чисто два брата but other than английских that, it's решили really делать игры. and I'd say we can Потом купили себе Nintendo, All right, sounds good. разобрали ее по частям, посмотрели, что там есть, решили, нам надо сделать игру, короче, Nintendo. Написали в Nintendo, тогда еще только японцы сами делали для Nintendo игры. Тогда еще был сам Супер Фамиком, назывался. И вот они там с ними связались и сделали просто офигенные игры. И Donkey Kong вообще помрачительно выглядит там. Они рисовали трехмерную графику, делали там как-то на спрайт ее разбирали, короче, и собирали вот такую вот насыщенную игру. Для тех времен это вообще отвал башки, технологии нереальные. Опа. Тут вот, кстати, секция с паучком. Паучок очень сломанный, он может делать много паутины и подниматься на невиданные высоты. Секция такая медовая. Разработчики Donkey Kong очень любили с разными такими темами экспериментировать. Тут рассказывают про то, как у Войда было и у Тонкатсу, как пролетается игра слева направо, что проблемы со сложением скоростей, после того, как вы врезаетесь в объекты, бьете врагов, перекате и тому подобное, вы получаете скорость. Просто получаете скорость. Непонятно, зачем это было сделано, конечно, но вы получаете ее. И благодаря огромному количеству объектов мы просто пролетаем направо, слева направо. Через весь, ну, очень большую часть уровня мы просто летим. О, вот это пошло добро. Секции с телегами. Ой, это в казуальном прохождении у вас, если бы это думаете поиграть, это будет ваша нелюбимая секция. Навеки вечная она запечатлится у вас как самое худшее, что придумали люди в мире. Это очень тяжело. А, и для спидрана это тоже не очень круто, потому что это все-таки автоскроллер. Ничего особо не поскипать. Вы не можете ускориться, вы просто должны перетерпеть. It was a very difficult level you had to get through, but now they have found a wrong warp, which turns out it's also very difficult to do. So I'm going to be kicking off here. Так, говорят, нас ждет World War. To give you guys a play-by-play on what is happening with the infamous Rambler. Все ждем этих моментов. Жесть, разница между Тонкотсу и Войдом буквально пару секунд. Страшно. Что если Тонкотсу сейчас поставит в World? А, просто батя залетит так, на марафончик побегает. Это развал будет, отвал башки. Возможно, даже двух лошадь. Твоей. Просто в таких играх, ну, рандома тут сильно-то нету, только в использовании скипов. То есть это реально просто мышечное заучивание, очень сильное. Они по-разному сетапу идут, один более сейвовый. Да, у Войда вообще жесть творится, там прыгать. Поэтому он немного позади идет. Он только, в смысле, отстал.
Обидно. Только заговорили о том, что, возможно, это будет что-то невероятное. Это уже невероятно, такие гонки. Кстати, Да. и Eazinn немного подускорился. All right, well, here's a familiar face for y'all. $20 from Toonsnack, who says so Да, ну вот не зря VR держит. to the runners. Thank you so much, Toonsnack. Видишь, Тонкотсу был чуть-чуть быстрее, но менее консистентный. Ну, хотя в рамках одной гонки так нельзя говорить, может, им просто не повезло чуть-чуть. Но он по другой строке немного пошел. Она более стабильна. Мне нравится, что на веб-камере Void такой серый палитре, а Тонкотсу полностью, ну, очень освещенная комната, белое кресло и сам в темной футболочке. Как будто свет и тьма столкнулись. The quad bounce off the Eagle camera manip right here to go through the Sonic the Hedgehogs. Very tight to avoid the barrel with the cannon there, and then we're going to throw this cannonball. Интересно, сможет ли Eazinn закамбэчить и ворваться к этому противостоянию Тонкотсу и Void? Ну, Void уже совсем улетает. Да, обычно, если ты чуть залажал в начале, то догнать это означает надеяться на то, что залажают другие. Всё. Да, но обычно в самом конце будет самое сложное и залажают все. Ну да, очень редко, когда на гонках показывают прям нереальный результат, потому что ты и так на марафоне-то волнуешься сильно. А плюс к этому у тебя еще гонка. И тут мало того, что нужно показывать хорошее время, тебе нужно еще соревноваться с другими и показывать время лучше, чем другие. Они-то тоже не промах, они в спидранах не первый день. Уже половина рана прошла почти. Now go into the B boss right here. A lot of this boss is just optimizing, hitting his vulnerability spot as soon as possible, hitting it on like that first frame, and then manipulating. Крупсила, помнишь, мы с тобой как-то комментировали гонку по Castlevania, там был SBDWolf, он там тоже проиграл. Может, ему не везет. Гонка. Повезет в любви. Может, Да, просто... борода у Джентльмена. Он с тех пор, по-моему, отрастил, да. Просто, ну, есть разные виды спидранеров, и некоторые довольствуются просто тем, что не спидранят, не стремясь залететь в какие-то топы. Им нравится там спидранить на топ-5, условно. В принципе, очень комфортно. Даже если он не является первым, он просто получает удовольствие от того, что делает. Зато он может похвастаться своей, так скажем, библиотекой заспидраненных игр. В то время как топы убивают десятки тысяч часов на то, чтобы занять место повыше, или стать первым, или стать первым, даже если ты уже первый, то есть перебить свой личный рекорд. Он просто наслаждается, возможно, и ходит по играм, спидранить хочет. И от этого у него в запасе, в арсенале огромное количество игр, которые он может пробежать. Yeah, Void, the first one out of it, going into the last kind of pure auto scroller of the run. We got one more kind of roller coaster style level. О, очередной автоскроллер огромный на тележках. Американские горки поехали.
As for the techniques in Haunted Hall, it's actually a pretty tricky stage. It's not too difficult when you learn the jumps, but it's a very tedious process to learn the jumps. There's a lot of very specific jumps that are mapped out throughout the entire stage that these runners are going to be doing, and generally speaking, jumping both up and down slopes is going to be faster. So that's what you'll see these runners doing, jumping and buffering sequences of jumps. Да, мало того, что это роллер-костер, так это еще и на время, с таймером. У вас летают вот такие призраки и крокодилов, которым нужно собирать бочки определенного цвета, их повязки. All right, $25 from Rystar2, who says, rolling in. I'm viewing from work because I couldn't bear to miss this DKC2 race. $25 from Sleepy Crybaby, who says, can't think of a good Kongman. Oh, goodness. Again with the puns here. $100 from Anana Moose. Okay, so now we have a name with a pun in it. That's a fantastic start. My mom and I used to play through the DKC trilogy a little bit every night back in the day. Definitely have a soft spot for these games and always excited to see them at a GDQ. Good luck to all the runners and let's shred cancer. Вот тут еще здоровый такой. Тут, кстати, можно подбирать, короче, бочки с плюсами, которые дают нам во время к таймеру вверху. Ой, Void вообще прям на тоненько идет, прям вообще. То есть, если вас не будете их подбирать, то вас съест кто-то крокодил страшный, призрак, скелет. Это все сразу. Это самое страшное существо во вселенной, это крокодил, призрак и скелет одновременно. Он еще и пират, у него бандана. Вот. Еще и пират. Причем там их два, один зеленый, другой красный. Не, их там больше. Там и желтый фиолетовый есть. Целая братва. Братва пиратов, призраков, скелетов, крокодилов. Звучит как супер ниндзя мутант терпит. Топливо для моих кошмаров уже залито. Жесть, там комментаторы напугали, сказали, о, чел падает, а он не падает, он готовит скип, обманывает нас. Да, кстати, еще можно вот эту мишень, то есть когда мы на нее прыгаем, ее можно активировать тем, что мы меняем персонажа. Когда мы меняем персонажа, мы делаем такой мини-сальто там. Ну, анимация есть такого, что это мини-сальто, но на самом деле персонаж просто меняется. И благодаря этому, если мы прыгнем за мишень, четко за мишень, там, определенные пиксели, и поменяем персонажа, то можно чуть-чуть подбросить бочку. Кайфовый уровень Void. Опять же КТ. И вот сейчас Tonkotsu. Сейчас вот тоже проходит. Он, кстати, по-моему, немного по-другому его проходит. Он хватает ящик и падает. Просто уровень максимально вертикальный на падение вниз. И кручение. Блин, не хватает вот такого оригинального геймдизайна в нынешних играх, мне кажется. То есть именно каких-то вот настолько интересных задумок в этом ограниченном пространстве разработки. Да вон Ubisoft и аванпосты делают, все по-разному устроены. Почти то же самое, капа. Капа. Ну, уровень на паучке. Опять сломанные паучки, да. Кстати, вот сейчас SBD вообще неплохой буст дал, он прям не сильно уже отстает.
По-моему, он уже почти сравнялся с Eazinn. Тут вопрос в гонке в другом. Сравнялся ли Eazinn с SBDWolf, а не SBDWolf с Eazinn? Просто, возможно, просто Eazinn уже так много совершил ошибок, что они сравнялись. И они не сравнялись, SBDWolf уже обгоняет. О, ничего себе. Ну, SBDWolf затащил. Очень хорошо прошел. Тем временем Void, конечно, первый. Tonkotsu абузит паучка и просто за экран залетает. Какие приятные анимации. Впереди сейчас V0oid. Do a full jump, make one of those instant webs, release the D-pad for just a little bit before they can full jump and make another one with just barely not По getting идее, если я ничего нигде не успел махнуть. Конечно. Дальше Tonkotsu, а потом SBD и Eazinn. Absolutely super punishing strats, not missing any of them. So great job by all four of the runners. But now we go into World 6, where all of a sudden just Что-то у Eazinn заминка какая-то на паучке произошла. Глич с паутиной сетапил. Немножко подзастрял. Поэтому он еще больше отстал. Кто бы мог подумать, Tonkotsu и SBD уже на одной миссии сейчас, но Tonkotsu уже в конце. А кто бы мог подумать, как говорится. А аутсайдер изначально уже дышит в спину. Топ-2. За Void'ом уже не угнаться. Да, Беллар-холдер. Носит гордое звание, да. По-моему, у него стало волос на голове поменьше за то время, как он ранит эту игру. Знаете, как One Punch Man, короче, вот 100 отжиманий, 100 приседаний, вот только 100 ранов, да, в день. Делает и все в бороду уходит. С головы. I absolutely love this midpoint barrel section of the level where he's going to grab this barrel, he's going to shove the barrel with Diddy in it into the hook right there, and then take a damage boost, which auto jumps Diddy up into the trigger for the next part of the level, allowing you to skip out of that sequence, and very conveniently, there's another DK barrel right there to refill and have both of your Kongs available to you. Такой воздушный уровень от персонажа. Парят в воздухе. И ветер идет. Ну, такой тоже вертикальный уровень. Очень круто, что вот игры времен Марио, там просто идешь по экрану, а тут... кстати, в одну сторону. Очень много таких старых игр. А тут прям все... так сказать, направления игровые используются. Ну, в основном, конечно, происходит только вправо и вверх идти, но все равно. Пытались как-то экспериментировать, какое-то вносить разнообразие, но все равно ты можешь двигаться вверх, вниз, влево, вправо. Прыжки постоянно, какой-то платформинг, тоже меняющийся и уникальный. То есть хотели сделать интересную игру, чтобы в нее было интересно играть. Можно сказать, получилось. Получилось. Ну, какие же они сложные, Donkey Kong. Изначально вообще, вот когда пришли с Donkey Kong'ом, Рейры, Nintendo, они сказали, ребята, игра слишком сложная. И тогда они изобрели такую штуку, как кривая сложности. И, короче, сделали уровни легкими в начале, и с каждым моментом уровень становится сложнее и сложнее. И вот так вот. Да, некоторые уровни, они прям совсем
Жесть под конец. Но все-таки это те же люди, которые сделали боевых лягушек, вот эти Tonkotsu. Ну, тогда это сумасшедшие люди в плане сложности геймдизайна, левел-дизайна. Из-за того, что Void чуть-чуть ошибся в моменте, где был лифт и срок, то есть эту ошибку, теперь они опять с Tonkotsu идут очень-очень близко. Alright, Void coming up on the last section of clappers here. It's gonna be pretty tricky. He's gonna maneuver through these bees on the ice, and then there's actually a hidden invincibility barrel here. He's gonna throw his Иди, давай, догоняй. И Eazinn тоже, не расслабляйся. Он, конечно, летел там по автоскроллеру. Тяжело. Что, получается, Tonkotsu вырвался вперед? Невероятно, невероятно. Вот это хайп. Повторюсь, когда у вас есть с кем соревноваться, вы сильны настолько, насколько вам позволяет это противник. Бывали ли рано с закрытыми глазами? По-моему, там Metal Gear был с закрытыми глазами проходить. Второй. Ну, спросили, был ли и будет на этом. Да, будет на этом точно. Я точно могу вспомнить с закрытыми глазами прохождение туннеля в жабах от Мексикан Раннера. Я бы забыл это прохождение с закрытыми глазами. Последний раз было очень плохо. Ну, это, конечно, легенда, да. Летят на попугайчиках тоже. Еще одна зверушка, которую можно подобрать. Вот она на этом уровне лежит. Ждет своего часа. Тут очень много мешат, короче. Как, ну. Очень лютое маневрирование на ней, управление, мое почтение. Четвертого дня комрады посоветовали полетать на попугая. Опа, получил. Looking over at Tonkotsu, looks like he also got the up in 3. Nicely done as they go into the quote-unquote boss of World 6. И двигаются к боссу. Теперь Void чуть-чуть быстрее, чуть-чуть там. Боже, какая жесточёная у них битва. Прям реально там пару секунд. Вот. Очень мало, очень мало. Разница абсолютно незначительна. До конца игры осталось самое малость. Да, в любую секунду один может опередить другого, а это невероятно. Couple pixels you have to work with there, and just absolutely putting on a clinic here in the speedrun of Donkey Kong Country 2 here at AGDQ2022 chat. Keep the donations coming in for this amazing gameplay. And now they're into the squawk section where normally you'd be racing our boy Screech right here, but instead... Забавно, как отличается картинка у разных раннеров. Видно, что методы захвата немного разные. Да, кстати. Ну, я, в принципе, рад, что никто не использует китайские свистки аж среди мая, как это обычно любят. Вот ограничения на, так сказать, эмуляторы есть, а вот ограничения на плохие средства захвата их нет. А теперь Tonkotsu чуть быстрее. Eazinn, получается, обогнал СБД.
Кстати, да. Или нет? Нет, 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 СБД все еще впереди. А, да? Да, точно, я перепутал переход на уровень. Да, SBD реально сильно Ну, кстати, может еще догнать. Это уровень этот большой. Что кошмар. But with that, we have our third and fourth place runners. Eazinn about to enter into the race. SBDWolf floating through all the bramble right here. This is incredibly difficult and incredibly scary to do on any sort of pace or just doing it all. Even if you're plus 20 minutes, this is terrifying. But making his way through, weaving through all these red bees. Очень ожесточенно, прям реально очень близко. То есть показывают нереальный уровень игры. Это кайф. Let's switch our focus back over to Eazinn right here, our fourth place runner, but first place in my heart. I love my boy Eazinn. Coming in, floating also through the red bees right here. This is really not that big of a gap between all these runners. That's incredible. Also staying low because he never went too high up in this level, and now popping onto it. All four of our runners into King K Rool. And as we all let you enjoy how close these are between all of them, Sky, hit me up with 3 donations. All right, sounds good. We have a pair of donations from Kurthar, $25 apiece. The first one says DKC2 with not only 1 excellent runner, but 4? Awesome. Good luck to the runners. By the way, if we get to see the gusty wrong warp during the race, I will donate another $25 and to continue into the other donations. Кстати, из интересного, на вебках они смотрят либо направо, либо обращены к нам. Налево никто не смотрит. Да, как знаете, перемещение в этой игре направо. Хотя тут можно и налево ходить. Раннеры всегда стремятся вперед. Away the horror of cancer. Before I split, good luck, have fun, and don't forget to pun. Жесть. Уже на всех экранах вот этот босс. Бой, да. Но из-за того, что он очень долгий, он длится примерно минут 3-4 где-то. За это я люблю гонки. За то, что когда вот эти моменты, когда экраны прям все синхронизируют. Такое редкость, но иногда бывает, что прям вообще один в один происходит картинка. Ну, в этом проблема гонок, что раннеры все-таки находятся на разных уровнях. Очень тяжело найти, допустим, 4, которые играют примерно одинаково. То есть понятно, что все они играют на большом уровне, высоком для нас. Но мы явно видим между ними разницу, что верхние чуть-чуть слабее, они все еще остаются очень сильными раннерами. Ну, недостаточно иметь VR, чтобы хорошо рейсить. Да? И это победа от Tonkotsu. Он занял 1-е место со временем 39-39. Вот это да. Порешало буквально чуть больше секунды. Да. Тоже знал. Жесткая гоночка, жестко. Вот это повод, вот это повод. Сейчас. SBD ждет последнее пушечное ядро. О да, о да. Eazinn. Ну, тут уже можно сказать 40-44 у SBDWolf. Вот это рейс, вот это рейс. И 41 у Eazinn. Кстати, они все закончились 7 долей секундами. Ну, кроме 41, 7, 40, 44,7, да, кроме Войда. Нет. Кроме Tonkotsu. Да. Кроме первого.
первые свои доли, так сказать, не отрезает. Вот. Ну, я говорил, придет японский батя, всех развалит. В принципе, так и произошло. Японский батя. Кайф. Надеюсь, вам понравилась эта гонка. Почему версии разные? Тонкотсу просто на родной бегает. Ну, хотя, на самом деле, вот тут 3 японские версии, одна японская. В принципе, японская, наверное, имеет смысл бегать, но там не сильно разница роляет. Но, как мы сейчас увидели, возможно, сильно. Но у Войда VR, и у него версия другая. Видимо, он, так сказать, для шоу-кейса нам показывает английский язык. Может быть. Показывают вот в конце всех врагов. Здорово, как они синхронизировались на двух нижних экранах. И 2 верхних тоже синхронизировались. Они это заготовили. Это заготовочка, да? Я думаю, да. Ну, на самом деле, нет. Ну, типа, да. Там одинаковый экран. Ну, типа, да, ну, типа, нет. Ну, это классно. Это очень классно. Безумно крутая гонка, на самом-то деле. Реально интересно за ней смотреть. Особенно если еще понимать, что это все было очень тяжело в плане нажимания кнопочек. То есть там АПМ нереальный показывал. И сейчас, по окончании этих 2 замечательных игр, которые мы сегодня откомментировали, мы ждем комментаторов следующей PogChamp хайп игры. There's Loop. And it's fun, and start your journey with rolling some donkeys around. It's great. Sorry, Diddy in this game. There's donkey comes in at the very end. But again, thank you all so much for having us. SBDWolf, Eazinn, Tonkotsu, and V0oid, 4 Legends of the game. Thank you for blessing us with that amazing run. And we're going to kick it back. Напоминаю вам, что вы находитесь, смотрите, сопереживаете с нами на самом лучшем спидран-марафоне AGDQ